Успех и материальное благополучие – важные составляющие американской мечты. Богатство здесь – это логичный результат проделанной работы и признание ваших достижений. В Америке не принято стесняться честно заработанных денег, и истории чужого успеха мотивируют миллионы американцев подниматься по карьерной лестнице, создавать стартапы и добиваться славы. Благая, но эфемерная цель добиться американской мечты породила целую self-help индустрию. Давайте разберемся, насколько эффективна стратегия под условным названием «помоги себе сам» и что же на самом деле потребляет человек, когда записывается на очередной тренинг личностного роста. Открой Америку. Культура потребления в США. Yes, I can. Психология достижений в американской культуре. Свято веря в возможность мечты, некоторые американцы стремятся добиться успеха, признания и материального благополучия. Именно для них, поклонников идеи абсолютного успеха, в середине XIX века стали публиковаться тематические статьи и книги. Одним из первых писателей, мотивирующих людей изменить свою жизнь к лучшему, был Ральф Уолдо Эмерсон. В 1841 году в эссе «Компенсация» он, по сути, призвал читателей следовать индивидуальной воле вместо того, чтобы соответствовать социальным ожиданиям. Тогда же в обиход вошла фраза «self-made man» — человек, который сделал себя сам, и концепция «self-reliance». Живыми иллюстрациями этих концепций были, например, талантливый изобретатель и один из отцов-основателей США Бенджамин Франклин, а также первые американские промышленники и миллионеры, которые демонстрировали личным примером, что успех существует и добиться его — реальная перспектива. Историй великих и неординарных людей было достаточно, чтобы поддержать повальное стремление к успеху, вплоть до 20 века, когда за общественный консенсус реальности американской мечты принялись психологи. В 1936 году Дейл Карнеги выпустил свою легендарную книгу «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Его советы касались психологии общения и поведенческих инструментов, с помощью которых можно расположить к себе других и добиться желаемого. Почти тогда же, в 1937 году, журналист и психолог Наполеон Хилл издал книгу «Думай и богатей» с универсальной формулой успеха, состоящей из 13 шагов. Среди них желание, вера, самовнушение, настойчивость и шестое чувство. На сегодняшний день продано больше 100 миллионов экземпляров этой книги, а американский боксер Кен Нортон признался, что благодаря ей выиграл бой с Мохаммедом Али. Индустрия self-help, за неимением аналога в русском языке будем называть ее так, набирала обороты. К началу 80-х образование становилось более доступным, гендер и раса постепенно переставали быть препятствиями в карьере. Но вместе с тем росла и конкуренция, и американцам пришлось искать новые способы борьбы за счастье. Началась эра мотивационных спикеров. Телеканалы каждый месяц выпускали новые шоу с рэперами, актерами, христианскими евангелистами, чтобы каждый сегмент аудитории услышал то самое сообщение, в которое любому человеку так хочется верить. Ты можешь все. Ты можешь быть успешным. Один из самых известных персонажей этой эры, Тони Роббинс, не только выпустил несколько книг по лайф-коучингу, но и лично консультировал Билла Клинтона, Леонардо Ди Каприо и Серену Уильямс. На что именно он смог их мотивировать, мы, к сожалению, никогда не сможем узнать. Но судя по тому, что состояние Тони Роббинса оценивается в $500 миллиарда, ему его же собственные советы оказались не бесполезны. К 2000-м концепция успеха начала менять свои очертания. Люди поняли, что количество ресурсов в экономике ограничено. С развитием технологий темп жизни ускорился, а количество решений, которые приходится принимать в единицу времени, увеличилось в разы. Такие понятия, как work-life balance и осознанность, стали определять личный успех, а индустрия self-help начала предлагать аудитории более конкретные и персональные решения. Время стало самым ценным ресурсом успешного человека, потому привычка правильно планировать день и не отвлекаться на ерунду превратилась в необходимость. В эпоху дефицита времени настоящей легендой стала система «Магия утра» авторства Хэлла Элрода. В ней Хэл рассказывает о том, почему так критично вставать до 8 утра и посвящать первый час после пробуждения саморазвитию. Книга Элрода вдохновлена личным примером и распорядком дня очевидно успешных людей. От Тима Кука до директора компании Walt Disney. По крайней мере, так говорят их календари и личные ассистенты.
Тем временем App Store каждый год пополняется онлайн-инструментами для тайм-менеджмента, вроде Toggle или Todoist, которые отсчитывают часы, проведенные за работой, и помогают приоритизировать задачи. Простые правила, вроде «полагайся на себя», больше не покрывают весь спектр задач, которые стоят перед успешным человеком. Коучинг, командные и персональные тренинги и индивидуальный подход заменили философские эссе и наборы универсальных правил. Повысить продажи, поработать над командным духом или обучить стресс-менеджменту. Для любой цели сегодня можно нанять коуча. Причем такие услуги востребованы не только среди новичков в сфере бизнеса. Глобальные корпорации в стремлении адаптироваться к новым рынкам и новой экономике часто прибегают к услугам узкоспециализированного консалтинга. Такие гиганты, как FedEx, Nissan и Microsoft, проводят корпоративные семинары со спикерами вроде Джона Эйкоффа для поднятия духа сотрудников, роста продаж или написания коммуникационной стратегии. Неудивительно, что объем рынка коучинга по некоторым прогнозам достигнет 1 миллиарда 380 миллионов долларов к 2022 году. Современная идея успеха строится на базовом принципе. Сначала научись организовывать свою жизнь, а потом переходи к созданию бизнеса и управлению другими. На какой бы из этих стадий вы ни находились, рынок предложит вам бескрайний океан образовательного контента в виде приложений, подкастов и YouTube-каналов. Прокачайте свою продуктивность и навык принятия решений. Или научитесь медитировать. Ведь это, по мнению многих, обязательный навык современного лидера. Человек общества потребления больше не потребляет только товары. Идеи, концепции, подходы к организации своего времени, труда и досуга стали таким же объектом философской и экономической мысли, как когда-то осязаемые результаты труда. Стимулом для нового общества потребления США служит теперь не только личная выгода, как в середине XIX века, но и глубокое этическое представление о том, что, развивая себя, человек совершенствует мир вокруг. И, став лучше сам, может помочь другим людям. Такая убежденность переносит стремление к успеху на другой уровень. Несмотря на обилие книг и онлайн-материалов, которые, кажется, могут легко запустить вас на орбиту красивой жизни, визуализация и аффирмация — это еще не все. Важно уметь приложить это стремление к чему-то конкретному и найти свое призвание. Достичь гармонии между знаниями, опытом и духовными ценностями. Понятие успеха и подход к методам его достижения постоянно трансформируются. Посмотрим, как эта тенденция отразится на эволюции общества потребления. А пока постарайтесь подумать, что такое успех для вас. Возможно, чтобы его достичь, ничего из вышеперечисленного вам и не понадобится.